С наступлением зимы трудно становится всем, и людям, и животным. Особенно сильно зимняя стужа опасна для бездомных кошек и собак. Этим бедолагам становится намного сложнее найти корм, но самое главное, им сложно отогреться и найти укрытие от холода. Однако случается так, что даже домашние питомцы могут оказаться на улице. Кто-то из них банально сбежал, не зная, что ждет их на улице, кого-то просто выбросили как ненужную вещь. Наша героиня относится как раз-таки к числу первых, ведь она вышла на прогулку и пропала. В городке Миас в квартире Елены посреди ночи раздался громкий телефонный звонок. Звонила двоюродная сестра Елены, которая приехала вместе с мужем в гости. Оказалось, что во время поздней прогулки по городу они вместе с мужем нашли котенка, который клубочком свернулся у холодного тротуара и не двигался. Когда супруги подошли поближе, они с ужасом увидели, что котенок буквально заледенел. Самым ужасным было то, что от лютого мороза серая кроха даже не могла моргнуть, ее глаза выглядели остекленевшими. В Екатеринбурге другому коту грозила другая опасность, он мог погибнуть от жары. Подняв малыша на руки, невольные спасители поняли, что котенок еще живой и слабо, но дышит. Так как супруги был в гостях и не знали, куда обратиться в столь поздний час, они позвонили Елене. Елена очень любит животных. У нее дома несколько кошек и пара собак, которых она забрала из различных приютов. Поэтому женщина оперативно принялась искать, кто мог бы помочь замерзшей крохе посреди ночи. Выяснилось, что круглосуточных ветеринарных клиник в городе нет, но одна из врачей частной заклиники по имени Мария согласилась съездить к сестре Елены и забрать малыша посреди ночи. Забрав маленького котенка с улицы, а вернее кошечку, и, приехав с ней к Елене домой, Мария поставила капельницу с необходимым набором витаминов. После чего Елена по наставлению ветеринара уложила кроху спать в картонную коробку с одеялом и бутылью, наполненную теплой водой. По словам Елены, это была страшная ночь, потому что когда котенок начал отогреваться и появилась чувствительность в конечностях, он начал кричать от боли. Елена не спала почти всю ночь. Она рассказала, что очень переживала, что обнаружит утром бездыханное тело кошки. Однако все обошлось, и утром котенок начал медленно передвигаться. Мало того, кошка даже немного поела. Елена с трудом выдохнула, животное выжило. Впрочем, это еще не конец истории. Утром, когда Елена кормила маленькую мурлыку, она заметила, что кошка хоть и очень худая, но явно породистая. Только у нее не было белых носочков, которые часто встречаются у кошек. Вдобавок на ней был ошейник от блох, а это могло означать, что у кошки где-то есть хозяева. Елена приступила к поиску владельцев и нашла объявление на одном из местных пабликов, в котором говорилось, что на улице Тельмана потерялась молодая кошка по имени Ириска. Также Елена выяснила, что за время отсутствия Ириски владельцы сменили место жительства, и даже если кошка и возвращалась домой, то там ее уже никто не ждал. Елена связалась с хозяевами кошки и вернула ее домой. Владельцы были несказанно рады потеряшке и рассказали Елене о том, что они и раньше выпускали Ириску погулять ночью, но она всегда возвращалась. Видимо, что-то или кто-то помешал ей сделать это в тот раз. В настоящее время с Ириской все хорошо, если не считать того, что она теперь не отходит от своих хозяев, видимо, опасается снова их потерять или потеряться самой. Вот так, в очередной раз, неравнодушные люди спасли котенка и помогли ему вернуться домой, хотя он уже ни на что не надеялся. Давайте пожелаем Ириске никогда больше не терять свою семью. Пишите свои добрые мысли в комментариях. Ставьте лайки спасенной Мурлыке и Елене, которая боролась за жизнь красавицы до конца. Рассказывайте эту историю своим друзьям и подписывайтесь на наш канал.